Привет, друзья! Весна набирает обороты, а природа просыпается после зимней спячки. Вот и мне сегодня захотелось сплести весеннюю корзинку в нежно-розово-изумрудных тонах. Донышко я буду делать из цветочного принта, а украшать я ее хочу цветами из атласных лент, выполненных в технике канзаши. Такие цветы я начала делать примерно год назад, и мне они очень понравились. Вот хочу вам показать некоторые из них. Этот мастер-класс для меня будет своего рода эксперимент. Я хочу посмотреть, как плетеное изделие будет смотреться с цветами канзаши. Ну что, приступаем к изготовлению нашей корзинки. Для работы нам понадобится газета, для нарезания полосок из газеты линейка, карандаш или ручка, ножницы, для того, чтобы крутить трубочки, спица 1,5 мм, для донышка обои, картон и двухсторонний скотч, для оплетания кастрюля основа, для покраски грунтовка, акриловый лак, вода, колер-паста 2 видов, полиэтиленовая пленка, кисти, салфетки сухая влажная, перчатки резиновые и баночка для разведения краски. Также нам понадобится клей ПВА, полимерный клей, пульверизатор для смачивания трубочек, для украшения атласная лента, пуговицы, зажигалка, пинцет и пистолет с горячим клеем. Полоски из газеты нарезаем разной ширины и следим за тем, чтобы один край полоски был без надписи. Одни полоски будут 9 см, другие 7 см. Из полосок 9 см мы будем крутить трубочки основы. Эти трубочки нужны для того, чтобы изделие держало форму. Они будут приклеиваться к нашему донышку и в дальнейшем оплетаться. Они внешне никак не отличаются от трубочек для плетения, просто будут более твердые. Сейчас я покажу, как мы будем крутить трубочки. Они крутятся по одному принципу. Прикладываем спицу под острым углом к краю с надписью. И очень плотно начинаем накручивать нашу газету на спицу. Второй рукой придерживаем. Доходим до конца. Вынимаем спицу. Капаем капельку клея и закручиваем. Какое-то время не отпускаем, чтобы трубочка не раскрутилась и клей схватился. Даем высохнуть клею сутки. Приступаем к процессу покраски наших трубочек. Я хочу использовать в плетении бледно-розовый и бледно-изумрудные цвета. У меня рекламная газета бледно-розового цвета. Поэтому эти трубочки я красить не буду. Как окрашивать трубочки, я вам покажу на примере бледно-изумрудного цвета. Им я буду окрашивать обычные белые трубочки. Вот. А для того, чтобы получить такой цвет, вам нужно будет просто добавлять красный колер. Смешиваем грунтовку и воду в пропорции 1 к 1. Добавляем лака, буквально 1 чайную ложечку. Размешиваем, чтобы лак растворился. И после этого добавляем буквально капельку колера. Вот такой цвет у нас получается. При высыхании трубочек они будут намного светлее, чем этот цвет, имейте в виду. Вы можете провести тест небольшой перед тем, как красить трубочки. То есть берем нашу какую-то пробную трубочку, опускаем ее,
даем ей просохнуть. Вот эту трубочку я только что покрасила, а эту трубочку я уже чуть опустила раньше. Вот обратите внимание, она при высыхании стала гораздо светлее. Меня сочетание моих двух цветов вполне устраивает, поэтому я могу приступить к покраске трубочек. Красим трубочки, прокатывая их вперед и назад. Сначала с одной стороны, а затем переворачиваем и точно таким же образом с другой стороны. Очень хорошо промазываем со всех сторон, чтобы не осталось светлого. При смене цвета обязательно моем хорошо кисточку и пленку протираем влажной салфеткой. После того, как наши трубочки окрашены, нам нужно дать им просохнуть. Для этого мы берем две трубочки и кладем на них вот таким образом, для того, чтобы они лучше просыхали и вентилировались. Ну и даем просохнуть где-то в течение часа. После этого мы заматываем трубочки в пленку, для того, чтобы они оставались влажными. При этом оставляем кончики свободными, для того, чтобы они просохли и удобно было скреплять наши трубочки. Но таким образом храним не больше суток. Трубочки основы окрашиваем в бледно-розовый цвет и даем просохнуть сутки, так как они должны быть сухие. Приступаем к изготовлению нашего донышка. Оно будет состоять из двух частей, которые мы потом будем склеивать, прокладывая между ними наши трубочки основы. Для этого берем две картонки и кусок обоев. На картонке ставим нашу основу и обводим ручкой по донышку. Если у вас в обоях, как у меня, есть фрагмент, который нужно вырезать, мы ставим нашу основу прямо на лицевую часть и обводим карандашом, для того, чтобы в дальнейшем карандаш можно было стереть. Перед тем, как вырезать, мы отступаем 1,5 сантиметра, для того, чтобы потом мы могли загнуть на нашу картонку. Я обрезала, и вот так это выглядит. А ту часть, которую мы отступали, нам нужно рассечь, отступая примерно 2 мм до нашей черты. Делаем так обе части. А так как наш картон будет вставляться в обои, то нам нужно сделать его на миллиметр меньше. Картон готов. Край наших обоев теперь сгибаем по нашей отметке. И когда мы это сделаем, то можем картон приклеивать к обоям. Берем полимерный клей, быстро наносим на обои, так как клей быстро сохнущий, и разравниваем. И очень плотно прижимаем картон, равномерно придавливая его со всех сторон. Все, аналогично делаем вторую часть. Затем клей наносим по краю картона, разравниваем и приклеиваем край обоев. После того, как клей просох, мы можем приступать к приклеиванию наших стоечек основ. Я вот уже определила, что мне понадобится 40 стоек. Сейчас я покажу, как я это сделала. И сделала на нашем донышке уже вот такую разметку. Мы должны взять нашу основу и измерить ее в диаметре. Вот у меня диаметр получился 76 сантиметров. Но у донышка чуть поменьше. Просто кастрюля несимметричная, 68. Нам нужно, чтобы наши стоечки
были на расстоянии от 1,5 до 2 сантиметров друг от друга. Если я возьму 40 стоек, то у меня у донышка будет 1,7 сантиметра расстояния, а на боковинах 1,9. Меня это вполне устраивает. Стоечки для нашей кастрюли мы будем брать невысокие, поэтому сейчас мы наши длинные стоечки будем делить напополам и, используя двухсторонний скотч, приклеивать их к нашей картонке. Нарезаем кусочки скотча примерно 2 сантиметра, прикладываем к нашим меткам. Трубочку сделаем плоской в месте, где будет приклеиваться, и прикладывая плотно прижимаем. И так продолжаем по всему периметру. И после того, как мы приклеили все трубочки, мы наливаем полимерный клей и тщательно промазываем эту часть донышка. Особенно хорошо наносим на наши приклеенные трубочки. Делаем это достаточно быстро, потому что очень быстро этот клей высыхает, как я уже и говорила. И теперь прикладываем вторую часть донышка, выравнивая ее, и со всей силы прижимаем. Наше донышко готово. Поставим на него теперь нашу основу, предварительно утяжелив ее, и дадим клею просохнуть ночь. Клей просох, и теперь мы можем приступать к плетению корзинки. Но для начала нам нужно поднять наши трубочки основы. Для того, чтобы они не переломились, нам нужно их смочить водой у основания. Для этого мы накрываем пленкой остальные трубочки и смачиваем из пульверизатора. И даем просохнуть 5 минут. Начинаем поднимать с резервной трубочки. В конце вместо нее у нас будет последняя трубочка. И начинаем поднимать влево. Так, берем, заводим правую трубочку за левую и поднимаем. Трубочки поднятые придерживаем. И так продолжаем дальше по кругу. Когда дошли до конца, резервную стоечку вытаскиваем и на ее место вставляем нашу последнюю трубочку. Начинаем оплетать наши стоечки узором прямая веревочка из 2 трубочек. Для этого мы подклеиваем полимерным клеем эти 2 трубочки с обратной стороны наших стоечек. Одну трубочку приклеиваем за одну стоечку и вторую трубочку за другую. Начинаем плести слева направо. Следите за тем, чтобы трубочки были увлажненные. Параллельно придерживаем наши стоечки, чтобы они были вертикально. Берем левую трубочку, заводим на первую, за вторую, слегка заминаем таким образом. На первую, за вторую. Сразу же уплотняем плетение. Обратите внимание, я намеренно поднимала стоечки влево, а плести начала вправо. Так у нас рисунок получился симметричный, и это позволило скрыть край нашего донышка. Когда трубочка закончилась, обрезаем ее на расстоянии 10 мм дальше нашей стоечки под острым углом. Заминаем и одеваем другую трубочку широким краем и продолжаем плести дальше. Так соединение незаметно. Я проплела 3 ряда, и так как мне нужно будет сменить цвет, то я должна завершить этот ряд. Соответственно, вот эту мы будем трубочку заправлять за вот эту стойку, с которой начинали, ну а предыдущую за эту. Будем прятать кончики в плетение. Обрезаем кончики примерно
на 7 миллиметров за стоечкой и расширяем пространство для того, чтобы можно было заправить туда трубочку. Здесь и здесь. И заправляем кончики внутрь. Все, наш ряд завершен. Следующий ряд мы будем плести веревочкой в 3 трубочки. И, как вы заметили, трубочки у нас будут уже бледно-бирюзового цвета. Точно так же, как в первом случае, мы подклеили за каждой стоечкой 3 трубочки. И начинаем с левой. Только заводим за 2 и под 3. И аналогично следующую. Такой узор дает более объемный вариант веревочки. Когда доходим до конца ряда и до той стоечки, с которой мы начинали, то уже заводим не левую трубочку за 2, а правую трубочку за 2 и заводим внутрь. Затем среднюю, 1, 2, и за 3. И эту уже в самом конце. Здесь поправляем по рисунку. Обрезаем под острым углом с обратной стороны и подклеиваем, прислоняя к трубочке, чтобы было незаметно. Теперь с изнанки рисунок смотрится хорошо. И продолжаем плести узор веревочка в 2 трубочки. Так продолжаем несколько рядов. Мне еще предстоит проплести 4 ряда, но мои трубочки основы, как вы видите, недостаточно высокие. Когда будете подклеивать к донышку, то оставляйте все же их подлиннее, так будет удобнее плести. Сейчас нужно будет их просто обрезать и подклеить другие. С внутренней стороны вставляем трубочку, проклеиваем капелькой клея ПВА и даем просохнуть. А если трубочка достаточно широкая, то мы просто ее обрезаем и трубочку вставляем внутрь. Так тоже получается хорошо и достаточно прочно. Я проплела 8 рядов и завершила наш ряд так же, как мы это делали в самом начале, когда проплетали первые 3 ряда. Следующий ряд мы проплетем веревочкой в 3 трубочки, аналогично тому, что мы проплетали ранее. При плетении веревочки в 3 трубочки наращивать трубочку мы будем чуть дальше, чем при плетении в 2 трубочки. Обрезаем на расстоянии 20 мм после нашей стоечки. Одеваем, продолжаем плести дальше. И нам остается проплести последние 3 ряда веревочкой в 2 трубочки. Когда мы проплели 2 ряда, мы должны поменять наши трубочки основы на трубочки для загибки. Для того, чтобы когда мы будем проплетать 3-й ряд, то мы смогли прикрыть места соединения. Вместо одной трубочки будем подклеивать 2. Для этого берем наши обычные трубочки, которыми мы плетем. Делаем это таким же образом, как мы наращивали наши трубочки основы. Обрезаем и подклеиваем изнутри. Все трубочки подклеены, и теперь мы можем проплести 3-й ряд. Остается завершающий шаг, это загибка. Трубочки нужно очень хорошо увлажнить, чтобы на них не было заломов. Начинаем нашу загибку справа налево. Берем наши 2 пары стоечек и заводим их за 2 пары левых стоечек. Таким образом.
Для того, чтобы вот здесь вот было более скругленные трубочки, можно помогать спицей. Первые две пары трубочек делаем посвободнее, так как сюда у нас будут заходить наши последние стоечки. Вот мы подошли к концу плетения, и у нас остается две пары стоечек. Значит, вот правую пару мы уже заводим за вот первую и вторую загнутую. Продергиваем сюда. И у нас осталось единственное свободное пустое место, за которое не выходят трубочки. Поэтому последние две трубочки мы заводим вот сюда. Все. Первая часть загибки готова. Проходим, поправляем еще везде вот так вот наши сгибы, чтобы ровненько смотрелось. Вот так выглядит наша загибка сверху. И вот так вот получилось у нас изнутри. И второй этап загибки. Будем заправлять наши хвостики внутрь корзины. Будем заводить правую пару стоечек за две левые пары. Раз, два. Заводим под вторую. У нас как раз здесь получается промежуточек. Заранее для последней пары стоечек мы зарезервировали место. В общем-то, здесь загибка делается легко. Главное нам эти хвостики заправить внутрь, потому что там мы сможем их легко обрезать под нашей косичкой. Так, и продолжаем дальше. Если я вижу, что трубочка вот у меня здесь короткая, то я ее могу сразу же подклеить полимерным клеем, чтобы она у меня не выскочила. И вот сюда к трубочкам сразу ее подклеиваем. Вот когда дошли до конца ряда, то вытаскиваем наши резервные трубочки и на их место будем вставлять наши две последние трубочки. Раз и два. После того, как закончили, проходим, поправляем еще, чтобы косичка смотрелась хорошо, ровненько. А вот в этих местах, где у нас выходят хвостики с внутренней стороны, мы сейчас очень хорошо прольем клеем ПВА, для того, чтобы они не выскочили. С этой стороны я тоже капну клеем. Прошло 1,5 часа с тех пор, как я проклеила. И сейчас, не дожидаясь, пока полностью высохнет, уже клей схватился, я решила обрезать максимально близко к плетению. Это делаем, чтобы было незаметно. Приступаем к покраске нашей корзинки. Первым слоем будем грунтовать для придания прочности, а вторым слоем покрывать акриловым лаком. Ну, собственно, грунтовка состоит из смеси лака и воды в пропорции 1 к 1. Наливаем воды, лаком, все тщательно размешиваем. Берем кисточку с искусственным ворсом и будем покрывать корзинку сначала изнутри. Не забываем постелить пленочку и постепенно вот так вот изнутри все покрываем.
Я дала просохнуть грунтовке примерно 12 часов. Корзинка приобрела прочность. И теперь для красоты и блеска покроем сверху лаком. Также тщательно промазываем наше изделие. И когда я покрыла все изделие, я еще прохожу маленькой кисточкой в промежутках между плетениями. Если остается лак, то поправляю. Вот. И если у вас донышко из бумажных обоев, то вам тоже нужно его покрыть лаком. У меня виниловые обои с водоотталкивающим покрытием, поэтому я не буду покрывать. И теперь даем просохнуть часов 12. После того, как лак высох, мы можем приступить к украшению нашей корзинки. Я сделала 8 цветов по 4 разного вида. И сейчас буду украшать их, чередуя. Цветы я делала по мастер-классам Алины Балобан. Ссылочки я оставлю в описании. А мы приступаем к приклеиванию наших цветочков. На обратную сторону цветка наносим полимерный клей и равномерно размазываем. Делаем разметку и на одинаковом расстоянии друг от друга приклеиваем цветы. Плотно прижимаем. Вот так у нас получилось, и теперь корзинка имеет законченный вид. Ну вот, наша корзинка готова. Смотрится она замечательно, и цветы получились на ней просто великолепно. Так смотрится донышко. Так выглядит обратная сторона. Цветы добавляют красоту и весеннее настроение. Уверена, что если вы плели вместе со мной, ваша корзинка получилась такой же красивой и весенней. Желаю, друзья, вам хорошего солнечного настроения.